опоздала на самолет. Такая компания у меня. Такое сегодня утро собирательное. Носик. Мы сейчас перед уездом зашли за кофе, и мне дают, говорят, вот здесь подписано К, это капучино, Л латте. А Лёша такой говорит, К Ксюша, Л Лёша. Вот. Погода шикарная. Мы 100 лет так надолго не разлучались. Дамы и господа, по метео условиям аэропорта Шереметьево наш самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту города Нижнего Новгорода. В общем, из Нижнего мы прилетели опять в Нижний. Из-за погодных условий не смогли сесть в Москве. И я теперь не знаю, успею ли я вообще на второй рейс. Новости с полей. Я впервые опоздала на самолет, но по обстоятельствам, не зависящим от меня, то есть из-за погодных условий, наш самолет просто кружился. Из Нижнего прилетел в Москву, не смог сесть, вернулся в Нижний Новгород. Сейчас я в Москве, и мы оперативно решаем, что делать. Когда я полечу, либо ночую здесь, и лечу только завтра. С таким нестандартным ракурсом я здесь появляюсь. В общем, я в отеле в Москве ложусь спать. Доброе утро, мир! Мне нужно купить одну вещь для дресс-кода, раз уж у меня выдалось времечко. Так как у нас будет дресс-код, это будет прямо для меня, знаете, выход из зоны комфорта, что-то новое, потому что в целом, насколько вы знаете, я не ношу яркие цвета, мой гардероб практически полностью состоит из чего-то светлого, белого, бежевого, но завтра вы увидите меня в красном, в бирюзовом, в общем, в ярких цветах, и еще просто супер история, знаете, я во всем стараюсь находить положительные моменты, плюсы. Так вот, вчера я, оказывается, не просто так опоздала на рейс, пока я бегала по всему аэропорту, то к одному окошку, то к другому. Так вот, у одного окошка я познакомилась с девушкой, очень доброжелательная, мы с ней разболтались, и в итоге оказалось, что она вот буквально недавно приехала из Кореи, она там жила месяц, я тоже недавно была в Корее, я обожаю это место, поэтому, конечно же, мы разболтались, и, в общем, она мне посоветовала там и классное жилье на Пусане, потом, как карточку оформить, еще какие-то места, в общем, мы с ней обменялись прямо контактами, она мне кучу всего полезного рассказала, я прямо так благодарна была. Поэтому для следующей поездки в Корею, когда мы с Лешей поедем, я уже знаю, куда ехать. В целом хотела рассказать подробнее о поездке, когда уже приеду, но сейчас у меня есть время, поэтому хочу сказать, что меня пригласила корпорация Chic Max. Это производитель классных брендов косметических, уходовых, такие как Kans, BioG, в общем, все вам подробнее покажу, и меня пригласили в качестве блогера. Это моя первая подобная поездка, поэтому в эту поездку у меня уже много опыта и по поводу перелетов, и по поводу яркой одежды, и по поводу первого пресс-тура в моей жизни. Итак, я собралась. Хорошо, что вчера сдала багаж, поэтому сейчас налегке пойду. Очень приятно, что вчера с этой ситуацией мне помогала справляться девушка Анна, которая как раз-таки занимается организацией этой поездки. И вот она мне посоветовала пойти пообедать в ресторан «Водный». Там сбоку лодочки, и вот я уже пришла. Такая тут красота. Я как будто где-то на отдыхе, на море. В общем, я взяла себе что-то с рыбой и лимонад, потому что на улице прекрасная жаркая погода.
Я приехала вот за этим топиком. Понравился мне еще в Нижнем Новгороде, но там я не успела купить. Это магазин Savage. Вот такой летящий летний топик. Уже вижу, как буду носить его со светлыми белыми джинсами. В общем, я все успешно прошла, все досмотры, у меня впереди 2 часа ожидания. И вы знаете, тот самый момент, когда ты в самолете подходишь к гейту, чтобы убедиться, что он существует, где он находится, и только потом идешь отдыхать и ждать посадку. Уже традиционный коридор с выходом на посадку. Я не верю, что я все-таки лечу, наконец-то. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. Я уже в китайском аэропорту. И уже предчувствую вот этот досмотр. Помните, где я рассказывала, что он очень долгий, что меня всю общупали, что нашли у меня орешки в кармане, такие, что это, что это? Поэтому сейчас снова будет такое. Именно в этой поездке вернулась моя любовь к простой овсяной каше на завтрак. Она дарит заряд энергии и чувство сытости надолго. И в целом именно летом хочется улучшать свое питание, налаживать полезные привычки, ведь в этот летний сезон у нас огромное количество свежих овощей, ягодов, фруктов. А питание, в свою очередь, напрямую влияет на наше внешнее и внутреннее состояние. И сразу по возвращении из поездки я решила обновить знания в теме питания, замотивироваться на вкусное, здоровое лето и пройти марафон о питании от Skillbox и МГМУ именем Сеченова. На него может записаться каждый из вас, он абсолютно бесплатный и будет проходить онлайн 17 и 18 июня в 18 часов по Москве. Первый день посвящен тому, как начать правильно питаться и улучшить метаболизм. Вы узнаете, как питание влияет на самочувствие и как по этому самочувствию понять, чего не хватает в рационе. Также на многие вопросы о питании ответит специальный гость, врач Сергей Вялов, который входит в топ-5 медицинских экспертов. Во второй день мы поговорим о нутрициологии, поймем, почему знания в этой сфере полезны каждому и какие карьерные перспективы открываются в данной сфере. Об этом расскажет врач-диетолог, кандидат медицинских наук Нина Николаева. Как итог, вы познакомитесь с основными принципами правильного питания, научитесь подбирать сбалансированный рацион и сможете помочь своему организму сохранить молодость благодаря питанию. При регистрации на марафон вы получите подарок – чек-лист по расширенному чекапу, с помощью которого разберетесь, какие анализы нужно сдавать, чтобы получить полную картину о состоянии организма. А еще получите гайд по современным профессиям в сфере здоровья. Узнаете, чем занимаются специалисты, сколько зарабатывают и почему так востребованы. Чтобы узнать всю информацию о программе бесплатного марафона и записаться, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Итак, меня встретила Сабина, одна из организаторов. Наконец-то прибыл наш последний участник. Всем привет! Рада всех видеть. Привет! Со школы не виделись. В общем, я думала, что после перелета поеду в отель помыться, разобрать чемоданы, но представляете, сейчас мы быстренько пообедали и сразу же едем на съемку. Вот такая компания у меня на эту поездку. Красотки просто как. На фотосессии это будет Наташа. Очень приятно. У тебя очень красивые лица. Спасибо большое, у тебя тоже. Я просто, у всех. Мы все сейчас фотографируемся, и пока моя очередь не настала, я решила здесь прогуляться, осмотреться, потому что место действительно красивое. Еще так как это моя первая поездка, я ни с кем практически не знакома. Я знакома только с Катей Голден, потому что мы учились вместе в одном классе. Конечно, немного переживаю, но думаю, все будет хорошо. Все ребята очень доброжелательные, позитивные. Вид у нас, конечно, шикарный. Такая древняя китайская архитектура.
сфотографировали ребята из Китая. Спасибо. Thank you. Мы сейчас приехали к главной достопримечательности. Это Шанхайская башня. Вот такие фотографии у нас вышли на фоне Шанхайской башни. Спасибо! Сегодня просто сумасшедший день. Сразу после аэропорта мы поехали сначала на обед. Я там быстренько перекусила супчик. После этого сразу же на фотосъемку. Во время перелета я спала, пару часиков от силы. Если честно, это такой немножечко стресс, потому что я привыкла, что путешествие — это что-то расслабленное, спокойное, знаете, в таком темпе хорошем. Поэтому пока что я в шоке от темпов. И сейчас у меня буквально меньше, чем 30 минут для того, чтобы принять душ, сделать прическу, накраситься, погладить платье. Я просто надеюсь, что я вот тут сейчас случайно не усну. В такие моменты мне, конечно, хочется, знаете, заплакать, но я просто беру себя в руки и стараюсь видеть только позитив. Я просто знаю, что сегодня будет прекрасный вечер, который для нас организовывали, и уже потом я смогу лечь и спокойненько отоспаться. В общем, я максимально быстро собралась. Вот такой у меня образ. И еще сверху надену черный жакет. Такой роскошный дождь прямо под наш красный дресс-код. Здесь очень красиво. Мне кажется, что дождь сегодня пошел специально для этого вечера, потому что здесь такой дым, деревья и даже птички поют. Ой, тут целое шоу уже началось. Нас легко узнать по красным платьям. Начинается шоу. Thank you. Какая-то записочка у меня тут на столе была. Это меню как-то. Это меню. Так, сохраним тайну пока что. Это меню. 这个是酒，青梅酒，请您品尝。 Ну, трава вот зеленая. А я меню специально не читала, чтобы было интересно. Не знаю, что это. И не узнала. Похож на блинчик с творогом и с вареньем. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты.
И вчера, вместо того, чтобы лечь пораньше и отоспаться после перелета, я сидела с ребятами и болтала. Именно в поездках обычно решения, конечно, не самые логичные, но поездки выдаются не каждый день, поэтому отосплюсь дома. Взяла на завтрак кашу, фрукты и десерт. Мы сейчас выезжаем на производство BioG. Не успела заснять вам свой образ, потому что действительно немножечко опаздываю. Доброе утро. Простите. Доброе утро. А, я еще не последняя, слава богу. Мы сейчас приехали на производство Чик Макс. Производство. Смотрите, здесь даже наши имена написаны, всех участников. Я впервые на производстве, поэтому было интересно посмотреть, как производят то, что мы потом с вами наносим на лицо. Кстати, я вся блещу. Это все кушан или кушон. Мы так и не узнали, как правильно. Возможно, вы знаете Лену Богданович. Ты такая загорелая на моем фоне просто. Отдохнувшая, свежая. Она тоже снимает влоги, снимает влог из Шанхая. Мы здесь как раз-таки познакомились. У нее канал про бьюти, путешествия, спорт. Она бегает по утрам, большая молодец. Как раз-таки перед тем, как ехать на Мальдивы, я смотрела ее влог, и оказалось такое совпадение, что она перед тем, как впервые ехать в Париж, смотрела мой влог. Поэтому мы смотрели друг друга влоги о путешествиях. И вдохновлялись, и встретились. Вот. Наконец-таки мы познакомились, такой классный поездок. Кстати, она тоже снимает влог отсюда, поэтому, если вам интересно посмотреть этот влог и другие, то переходите по ссылке, я оставлю в описании. Такой здесь зеленый дворик и очень красивая арка. Сейчас мы здесь будем обедать. Я даже успела поспать. Мы сюда ехали где-то часа полтора, поэтому свежая, отдохнувшая, готова теперь точно начинать этот день. Кстати, хочу с вами поделиться. Вот эта красотка. Многие ее знают как Катя Голден. Я ее знаю как Катя Мясникова. В общем, мы одноклассницы. Представляете, 9 лет не виделись и встретились в пресс-туре. И сейчас вот на фоне такой замечательной арки. Мы увиделись здесь, в общем. Все. То есть мы с 5 класса, по-моему, вместе учились. Да. С самого начала. Вот, и поэтому как бы вот обсуждали одноклассников наших, кто где. Цветочки. Очень здесь красиво. Чем-то мне сейчас вот эта река напомнила Сеул, когда мы поднимались на самую высокую башню. You have me, and I have you. That's enough to paint lonesome black and blue. Представляете, это лазанья в форме тоста. Очень красиво. Пока мы обедали, вышло даже солнышко, голубое небо. У меня сразу же так настроение поднялось, я не могу. Посмотрите. Красота. А вот это, кстати, самая известная башня, по которой все и узнают Шанхай. И сейчас, когда мы уходили, нам дали каждому по пакетик с шоколадом. Это так мило. Посмотрите. Привезу Лёше домой, сама есть не буду. В общем, все поехали на шопинг. Я решила отправиться в отель. Конечно, я не люблю находиться в номере, когда я в поездке, в каком-то новом, незнакомом месте. Но вот этот бешеный ритм, плюс я не успела восстановиться после перелета. То есть, например, у ребят был дополнительный день, когда они прилетели, и не было вот этих всех мероприятий, они просто отдохнули, перезагрузились. А я пропустила именно вот этот день перезагрузки и сразу же начала вливаться во все мероприятия. Это действительно тяжело. Поэтому сейчас у меня есть чуть меньше 3 часов, чтобы наконец-то помыть
голову, потому что я 2 дня ходила просто с зализанными волосами. Сделаю укладку, намажусь кремушком. И еще знаете что? Я считаю, что находясь в любой жизненной ситуации, в любых условиях, нужно оставаться с собой, расставлять приоритеты так, как ты это чувствуешь, не изменять себе и своим ценностям. Потому что очень легко можно поставить под сомнение свои мысли какие-то, свои приоритеты и подумать, что ну почему вот другие делают так, да? У меня, например, по-другому, но я не пытаюсь подстроиться, например, под кого-то. То есть мои ощущения и восприятие мира немного другие, и это нормально. Поэтому все мы с вами классные, не нужно в себе сомневаться, нужно всегда ценить свои чувства и не обесценивать. Проведу вам рум-тур. Здесь у нас вход. Я всегда, как прихожу в отель, всегда нажимаю «Не беспокоить». Снизу 3 пары моей обуви. Кстати говоря, даже туфли удобные. Я их покупала в Рандеву, бренд Tendance. Весь вечер в них была, и нога совсем не устала. Большое зеркало. Когда я живу в отеле, я вот здесь обычно ничего не оставляю, только минимально мицеллярную воду, крем. Ну, во-первых, чтобы сохранять чистоту, порядок. Я люблю даже когда я живу в съемном жилье, даже на 3 дня, чтобы все было организовано, чисто. Тогда я чувствую себя максимально уютно и хорошо. А всю мелочевку я обычно прячу в шкафчик. Ну, во-первых, чтобы случайно не потрогали, ничего не сдвинули. Ну и думаю, что убираться им так гораздо легче, и они точно каждый уголочек протрут. Итак, основная комната. Ну, самый главный и мой любимый атрибут — большая кровать. Я просто обожаю в отелях спать на большой-большой кровати. Когда-нибудь у нас с Лёшей будет кровать king size, супер size, тогда я буду наслаждаться и в обычной жизни, но вот обычно только в отелях. Ну и, конечно, рядом с кроватью лежат беруши. Я привыкла к ним еще со времен студенчества и засыпаю с ними очень быстро. Конечно, без них тоже могу, но вот в путешествии мне гораздо легче и быстрее засыпать именно с ними. Иначе я начинаю прислушиваться к каким-то шорохам. За дверью может кто-то пройти. Поэтому берите на заметку, чтобы высыпаться в путешествиях, обзаведитесь берушами. Мне конкретно нравятся именно вот эти. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. Пользуюсь уже много лет. Вот. Они такие цветные, именно вот такой формы. Лучше всего садятся в ухо. Я раскрыла все шторы, все занавески и наслаждаюсь видом на город. Ну и по поводу организации, обычно все сумки я ставлю в одно место, потом в другое место я ставлю все то, что мне нужно не забыть перед выходом. Часы, зарядники, у меня все обычно здесь. Ну а здесь у меня подарки от брендов BOG и Cannes. Также здесь есть бренд, который предназначен для детей. В общем, мой план изменился на ходу. Я сейчас решила снять косметику и пойти поплавать в бассейне. Здесь есть бассейн, хамам. Лёше передаю привет, потому что он любитель бани, сауны, но в основном бани, знаете, такой прямо русской, где с тебя течет 100 потов. Мне очень понравилось вот здесь, прямо поры очистились, такое чувство, что ушли все шлаки, токсины. А еще здесь можно регулировать и температуру, и режимы включать, даже можно свет выключить. Единственное, я не поняла, что означает вот эта кнопка, которая «добавьте специи» или «добавьте остринки». Довольный человек. Заново родился. Вроде бы всего час перезагрузки, но такое ощущение, что я заново родилась. Такие хорошие ощущения. Хорошо, что я это выбрала вместо того, чтобы идти на шопинг, потому что шопинг меня обычно больше выматывает, нежели дарит мне силы и вдохновение. Мне нравится, как здесь выглядит зона после сауны. Можно привести себя в порядок, высушиться и даже расчесаться. Ну, конечно, в плане гигиены я бы не стала этим пользоваться, но в плане заботы о гостях очень круто. Пока шла обратно в номер, нашла тренажерный зал. С другой стороны занимаются люди, поэтому не буду их снимать. На самом деле очень классно с таким видом заниматься по утрам. Если бы я жила здесь где-то неделю, то 100% ходила бы сюда. Мне кажется, у меня сразу лицо поменялось. Нет, оно счастливое. Оно, конечно, потрепанное, но оно счастливое. И сразу же, знаете, когда ты счастлив, и вокруг люди как будто такие счастливые, добрые. Захожу в лифт, там молодой человек. Мне, кстати, показалось, что он кореец. Вот так вот дверь держал, чтобы я зашла и дверь не захлопнулась. Потом с другой стороны я выхожу, он придержал. В общем, отдыхать и перезагружаться — это прекрасно. Я сейчас собираюсь под музыку. Только ее сейчас нет, потому что я слушаю с телефона. Но настроение шикарное. Еще бы Лёша с Ноксиком рядом.
Я собралась, мой наряд сегодня вот такой. И я решила надеть по минимуму украшений, только цепочку, сережки и одно колечко, которое подарил мне Лёша на мой первый день рождения. Ну, вместе с ним. Вместо духов я брала с собой только спрей для волос. Во-первых, потому что он маленький. Во-вторых, это просто удобнее всего делать в поездках. Дает легкий аромат, при этом не перегружает. Тихонечко попрыскала даже на одежду, и все. Какой красивый ночной город. У нас нет ожидания, чтобы мы приехали на 2 недели, нам нужно... Цветочки опять. Вот то, что про Пекин я говорила, пекинская закуска. Белыми палочками нужно брать еду с общего стола, и далее уже есть черными палочками. Так традиционно принято в Китае. А здесь самое традиционное блюдо — это пекинская утка, которую разделывают прямо при нас. Я, значит, села пить чай. Сейчас смотрю, как к нам в общий чат присылают участники, что они сейчас в караоке. И чисто я. Чаечек перед сном. Доброе утро. Знаете, прошло всего 2 дня, но по моим ощущениям, что я здесь уже неделю, потому что когда много событий, то время течет как будто медленнее. И в целом у меня есть небольшое ощущение, что я будто бы в лагере. Опять в Чкаловце. Нас здесь кормят 3 раза в день, мы здесь ходим по всяким мероприятиям, что-то придумываем, что-то делаем. В общем, действительно как в лагере. Я сейчас буду ухаживать за собой и параллельно поделюсь эмоциями. Кстати, мы вчера были на заводе, где производится как раз-таки эта косметика, поэтому теперь вдвойне интереснее ей пользоваться, потому что я впервые смотрю все вот это вот изнутри. Как это все производится, как косметика замешивается, как производится упаковка. На самом деле это максимально интересно, потому что косметикой я пользуюсь каждый день, думаю, как и вы. И посмотреть все это изнутри действительно не каждый день выпадает возможность. Я сейчас использую вот такой тонер для чувствительной кожи. Иногда люблю наносить без ватного диска, просто вот так вот. А еще, представляете, я начала выкладывать посты в Telegram из пресс-тура. И там разделились люди на 2 лагеря. Ну, большой и поменьше. Большая часть людей рады за меня, говорят, как круто. Тут есть блогеры, которых я тоже смотрю. Ну и в целом вот как бы рады за меня. А вторая группа людей говорит, что ну вот, теперь ты как все блогеры, тоже поехала в пресс-тур. На самом деле это мой первый пресс-тур, и я долго думала, соглашаться или нет. Потому что формат точно вот не как я привыкла. Я люблю спокойные поездки, да, если я еду в другую страну, там, с Лёшей, в общем, чтобы все было так спокойно. Именно поэтому я немного переживала. Плюс в реальной жизни я не общаюсь с блогерами, я не во всей вот этой блогерской тусовке. И находясь здесь, если вы думаете, что вот, я теперь в блогерской тусовке, нет. Я не чувствую себя там как рыба в воде, то есть мне это даже не интересно. Если я не хочу общаться, я не общаюсь, я просто сижу, наслаждаюсь городом. Далее буду использовать сыворотку. Мне нравятся вот такие сыворотки, которые максимально легко впитываются, то есть у нее такая текстура, посмотрите, как эмульсия, вот. Так вот, я поехала в пресс-тур, потому что мне было интересно попробовать. Это что-то для меня новое. Плюс я ехала сюда больше с посылом посмотреть новую страну, потому что путешествие — это действительно круто. Тем более я люблю азиатскую культуру. Помните, я недавно была в Сеуле, он меня просто покорил. И поэтому, конечно же, мне было интересно посетить Шанхай. Это просто жизнь, просто новый опыт, и это вся та же я. Это та же я. Привет! Вот, поэтому на такой позитивной ноте я сейчас продолжу свой уход и уже пойду на завтрак. Далее вот такой крем для кожи вокруг глаз, он уже от бренда Kanz, который подходит для антивозрастного ухода. Я наносила этот крем на ночь, и такое ощущение, что у меня здесь кожа прямо разгладилась. У меня здесь еще несколько средств, поэтому парочку я точно хочу подарить маме. И последний этап — это вот такой восстанавливающий крем, тоже из линейки для чувствительной кожи. Слушайте, как у нас красиво! Сегодня уже более солнечная погода, а я обожаю солнышко. Мне кажется, я прямо метеозависимая, и когда выходит солнце, у меня сразу плюс 100 к настроению. Я оделась как вчера, потому что у меня в целом с собой не очень много одежды. Единственное, я не успела погладить ничего. Ничего страшного, просто действительно темп очень быстрый. Я не успеваю полностью привести себя в порядок. Пока наносила крем, так торопилась, что оцарапала себя. Вечером вроде как у нас запланирован кораблик по реке, поэтому взяла с собой ветровку, потому что на воде обычно прохладно. И на самом деле я рада, что завтра домой увижу всех. Безумно соскучилась. Передаю им сердечки.
Еще не получается вставать пораньше, чтобы точно успеть собраться, потому что здесь на 5 часов раньше, чем в Нижнем Новгороде. То есть в Нижнем Новгороде 8 утра, а здесь 3 утра. Смена часовых поясов дается сложно. Каждый из нас сегодня немножечко ребенок. Все с ушками. Я ни разу не была в Диснейленде, поэтому это была такая небольшая мечта моя. На самом деле тут много где не получается снимать, потому что ты катаешься на аттракционе, тебе главное удержаться, но рассказывая о своих впечатлениях, в целом мне очень нравится, я бы обязательно съездила второй раз, но уже вдвоем с Лешей, потому что мы любим кататься на американских горках или еще где-то. Переодеваемся. Просто. Мне нравится. Мне понравилось. Еще такие живописные виды. У нас там были горы, водопад, деревья. Мы сейчас вот здесь катались, и прикольно, что в один момент мы выехали на улицу, успели немножечко тут погрузиться, и потом уже в темноту. Вот, кстати, сейчас следующие поедут. Вот мы также проезжали. Я отделилась от группы и решила сходить в Алису в стране чудес, потому что только я сюда хотела. Здесь уже другая музыка играет. Мне вот больше всего нравится музыкальное сопровождение. Оно действительно погружает, перезагружает. Я бы здесь была весь день, но уже пора ехать, и я сейчас ищу ребят. В общем, пока я гуляла одна, все опять успели пошопиться. Я, как всегда, не успеваю на шопинг. В это время я либо отдыхаю, либо гуляю. Наташа купила кружку в Starbucks. Я хотела вот такую кружку купить. Мне ее продали только с холодильником. И еще с одной кружкой. Девочки, я не знаю, это, наверное, очень дорогой подарок вы мне сделали. Мы уже вернулись в отель буквально на 15 минут переодеться, потому что на улице уже прохладно. В Диснейленде мне очень понравилось, особенно наша прогулка по речке. Во-первых, это было и живописно, и эмоционально. И во-вторых, мне понравилось, когда я в конце отсоединилась от группы и одна спокойненько прошлась по территории, посмотрела на Алису в стране чудес. Вот действительно, я тот человек, которому максимально комфортно одной. То есть и в компании мне хорошо, но вот когда я одна, я могу максимально проникнуться атмосферой, если можно так сказать. Потом мы встретились со всеми ребятами и зашли в кофейню Starbucks. Впервые попробовала местный кофе и купила
первый сувенир за эту поездку — это вот такая вот кружка. Подарю ее Лёше, думаю, он будет очень рад. Единственное, себе ничего не купила, но самое главное, что я привезу, это, конечно же, эмоции. Завтра утром нам уже уезжать, и сейчас наш последний выход в город. Мы планируем покататься на корабликах, но единственный момент, говорят, что нужно билеты покупать прямо там, и, возможно, просто не будет мест. Но я очень надеюсь, потому что хочется посмотреть на ночной город, расслабиться и просто вот так, я не знаю, завершить эту поездку с приятной атмосферой. Прощаемся с нашим гидом. Зайтен! Зайтен! Поднимаемся, сейчас уже пойдем на лодочку. Боже, как красиво! Это безумно красиво. Я, конечно, больше люблю природу, зелень, вы знаете, все такое живописное, но этот вид даже меня не смог оставить равнодушной. And I can't see how I can do this on my own. Tell me, how can I make it when I always fake it? Oh, how can I save me when I feel like breaking? Oh,